Марат, привет. Приветствую. Сколько инструкторов, столько и мнений. У каждого инструктора свой какой-то подход. Мне интересно твое мнение. Расскажи, пожалуйста, основные распространенные, на твой взгляд, ошибки при стойке и прихвате на примере пистолета. Смотри, давай на пистолете Лебедева проверяем наличие патрона. Патрона нет. Холостой спуск в безопасном направлении. Просто прицелься. Я скажу, пока, которые у тебя будут, и все еще добавлю. У каждого человека свои ошибки. Прицеливайся. Вот. Первая, самая главная ошибка. Подводишь голову к пистолету. Угу. Вторая ошибка. Поднятые плечи. Третья ошибка. У тебя корпус. Видишь? И даже при условии, что у тебя локти расслаблены, все равно толчок оказал давление на тебя. А пистолет должен двигаться. То есть в основном у всех ошибка вот. Прямые локти. Вот, да. Поднятые вот. плечи. И теперь, да, прицелься. Прицелься. Вот, локти сожми. Как можно сильнее напрягись прям. Вот. Видел? И давай Марат. еще раз. Видишь? Это я тихонько давил. Да. Вот, я вот такое давление сделал. И тебя отодвинуло. Поэтому на самом деле огромное количество заблуждений, огромное количество ошибок у людей, да. Но у каждого есть своя версия чего-то. Но я ориентируюсь на медицинские факторы и ориентируюсь на виды спорта. Перенос веса, да. Теперь смотри. И ориентируюсь на, ну, как сказать, на страхе. То есть, смотри, почему, вот прицелься, вот все выжимают локти в замок. Обращал внимание, да? Это потому, что у пистолета есть один из врожденных страхов. У человека при рождении два страха. Громкий звук и высота, или боязнь падения. Ну, высота и боязнь падения. И поэтому мозг убирает как можно дальше от себя. Это первая ошибка. Что при этом происходит? Вытягивай. Так как у нас локти в замке, то любое давление сюда, нету амортизаторов. Это то же самое, как жесткая подвеска на машине и мягкая подвеска. Дальше. При прицеливании все люди во всем мире поднимают плечи. А давай вспомним, какая часть тела, какая мышца, то есть, поднимает пистолет. Какая мышца поднимает? Дельта. Передняя дельта. Может быть, еще какие-то вспомогательные есть, но основная – это передняя дельта. Образно. Давай возьмем магазин, бери, и второй. И вот вставай ко мне, дай мне один магазин. И второй. Видишь, нету подъема плеч. Обрати внимание. В естественной жизни, в обычной жизни, да, любая вещь, которую вы дали, там, будь то патрон, будь то вот вы даете. Вот вы даете. Вы не вытягиваете плечо, когда что-то передаете. Вы не поднимаете плечо, когда что-либо даете. Действительно. Когда мы указываем на человека или на какой-то предмет, мы показываем вот так. Плечо опущено, плечо не вытягивается вперед. Поэтому это у нас, многие говорят, это привычка. У меня привычка. Вот военнослужащие говорят, у меня привычка. Я говорю, мы чем отличаемся от животных? Животное живет привычками, инстинктами, а мы разумом, мы homo sapiens, человек разумный. Понимаешь, даже я такие слова знаю, это же, многие сейчас удивятся, я думаю. Теперь дальше. Почему плечи нельзя поднимать, как ты думаешь? Я думаю, что долго мы в таком состоянии точно не протянем. Это мы думаем, так. Это ты думаешь. А есть обоснование научное, так. медицинское. Образно, когда мы берем кошку за шкирку, она может двигаться? Нет. Нет. Почему? Она может двигаться, но это будет неэффективно. Она двигается хаотично. Почему одно животное, другое, в основном волки, все хватают за шкирку? Любое, нет, не детеныши, любых вот, хватают за шею. И они перестают сопротивляться в основном. Почему? Потому что здесь у нас находится шейно-воротниковая зона, все сигналы от мозга к конечностям идут через шейно-воротниковую зону. И нарушается подача сигналов. Что будет, если ты поднимешь плечи и побежишь? Зажмешь их. Не сможешь бежать. Нет, не сможешь бежать. То есть бежать сможем, но время будет побега длиннее и дистанция короче. Ни в коем случае нельзя зажимать. Тем более при стрельбе из пистолета. Пистолет
имитируют стрельбу на короткой дистанции. То есть маленькая дистанция, нужна подвижность большая, да, там, перемещение. Как только вы напрягли трапециевидную мышцу, все, подвижность человека падает. Боксеры, они никогда не поднимают трапецию, вот так не стоят. Они моментально устанут. А попробуй, одевая шторы дома, там, да, Ну или да. занавески. Пробовал хоть раз? Конечно. Видите, Через пару подкаблучник. Нет, я тоже одевал шторы. Устают. Это многие думают, у нас же вот книжку никто не открывает медицинскую, а это кровь отходит от рук. Ну да. Нет. Затекают руки. Да там просто или еще подними что-нибудь. вот так руку и очень долго можно стоять. Как только ты напрягешь трапециевидную мышцу, все. Почему? Трапециевидная мышца одна из самых сильнейших мышц в физическом плане. То есть взяв штангу вот так, там килограмм 120 практически любой сможет поднять и отпустить. Но в статическом напряжении это одна из самых слабейших мышц. А человек, взяв пистолет, он берет опасность, это же врожденный страх, плюс 5 приобретенных страхов, это отдача, это искры, это запах дыма, это визуализация дыма, вот этого всего. И человек поднимает пистолет массой 700 грамм самой сильной мышцей, которая может поднять его. Понимаешь? А не той мышцей, которую нужно поднять, то есть передней дельтой. Вот. И нужно подводить оружие к своим глазам. А человек боится пистолет. Поднял и голову подводит. И как он с этой кривой головой будет двигаться? Никак. Скован. Поэтому, хоп, все расслаблено. Вес 700 грамм мы можем, я не знаю, вот так спокойно, то есть... Для этого не нужно работа никаких всех групп мышц. напряжений не нужно. Если как только мы поднимаем трапециевидной мышцей, мозг отключает стабилизаторы рук, это тоже можно прочитать спокойно, и руки начинают дрожать. Все говорят, триммер образуется. А чего? То есть у нас нет причинно-следственной связи. Дальше. Ты сейчас стоял ровно. Тоже нужно наклон вперед сделать. Если стрельба подразумевает сдачу какого-то зачета, и вы уставший, то можно на самом деле, не надо двигаться, не надо бегать, можно назад наклониться, посмотри, в МВД очень часто стреляют, и спокойно отстрелять. Потому что когда устал, чуть вперед трудно наклоняться. Если увидите, девушки, когда стреляют, они очень часто на начальном этапе наклоняются назад. Знаешь почему? Потому что они выводят локти в замок и наклоняются сильно. И здесь масса тяжелая, пистолет перетягивает. И они потом, чтобы не перетягивал, как снайпера винтовку вперед не могут, назад наклоняются, они берут и оттягивают назад. И тут формируется хорошая база на самом деле. Но можно очень достаточно точно стрелять. И последняя ошибка – это то, что ты стоял чуть-чуть под углом, и другие многие так стреляют. Эта стрельба, она что-то среднее между стрельбой этой одной рукой и двуручным хватом. То есть люди всю жизнь стреляли одной рукой. Почему? Потому что не было бронежилетов. И нужно было уменьшить силуэт. Потом начали появляться бронежилеты, сказали стрелять двумя руками, а все равно привычка осталась и под углом. И то есть тут получается у тебя здесь рука ровная, здесь она прям или так кладется, или вот так. И теперь нам, чтобы повернуться в эту какую-то сторону, труднее. И более того, мы не видим с этой стороны слепая ничего. зона То есть, образуется. слепая зона. И поэтому, чтобы что-то увидеть, надо что-то как-то поворачиваться. Здесь же у меня спокойно, я все вижу, больше силуэт. Это одна из причин, почему человек ходит вот так, а не вот так. Реально. Потому что больший сектор обзора. Марат, давай, пока мы не перешли к стрельбам, я подведу итог, что я понял, что я услышал из моих ошибок в частности, и, я так понимаю, это самые распространенные ошибки. Да. Первое – это не подводить глаза к оружию, а к оружию подводим к линии прицеливания. Да. Второе – это локти, мы не держим их в замке, держим их полусогнутыми, расслабленными. Да? Третье – мы не поднимаем плечи. Да. Плечи у нас обычные, как будто мы подаем какие-то вещи или указываем собеседнику на его ошибки. Да. Четвертое – это небольшой наклон вперед. Да, отключение работы вестибулярного аппарата. Небольшой наклон вперед. И пятое – это фронтальная стойка, не стойка под углом, а перпендикулярно линии прицеливания. Да. Пойдем попробуем на практике.
Так, точно. Сейчас мы постреляем с легендарного пистолета Лебедева. В этом тире он есть. Бери пистолет и попробуй пострелять, как ты стрелял. Ну, как бы ты стрелял. Сделать несколько выстрелов, да? Да. А теперь не дави, вот образно. Ты сейчас давил, видно было, при выстреле ты нагружал тело. А ты просто встань, вот, встань, не дави. И попробуй вот так выстрелить. И посмотрим, насколько тебя откинет. Видишь? Пистолет подклеивает и тебя сбивает назад. Вот прицелься еще раз, патронов нет. Просто прицелься. При такой стрельбе у тебя что происходит? Бум. Давай еще раз. Прицелься. Противодействовал. Бум. Давай еще раз. Бум. Видишь? А теперь просто прицелься, как ты стреляешь. Как я Да. ошибочно стреляю. Угу. Бум. 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 Теперь вот расслабь руки. Расслабь. Плечи отпусти, прицелься. Плечо расслабь. Вот. Агрессивнее вперед. Вот. Расслабь плечи. Видишь, у тебя здесь заканчивается все. И здесь быстрее вернуть пистолет, даже чуть ушел, вернуть, чем когда ты возвращаешь все тело. Бум. Видишь? Угу. Тебе надо тело вернуть, пистолет. А почему получается противодействие выстрелу? Потому что мозг понимает, блин, зачем тело назад, возвращать руки. Давай я вот здесь вот так сделаю, Угу. и отдачи не будет. И получается, а у нас получается попадание ниже. Теперь попробуй по моему варианту. Давай. Расслабь руки. Расслабь. Никакой зажатости не должно быть. Расслабь плечи. Если мы что-то хотим сделать быстро, мы делаем это расслабленно, агрессивнее вперед. Вот, плечи расслабь. Вот. Вот. И спокойно. Чуть меньше наклон можно сделать. Вот. Расслабь руки, расслабь. Да, вот. Угу. Очень хорошо. Вот образно, смотри. Здесь на самом деле отдачи вообще нету. То есть мы взяли, видишь, бум, вот здесь вот движение. Если я зажму, бум, бум будет. Очень много заблуждений, очень много проблем по хвату и охвате. Мы, наверное, поговорим в одном из следующих роликов. Про формирование правильного хвата. Хвата, да. Да. Но мы считаем любой хват правильным изначально, но этот хват, он более подведен под реалии нынешние и под это оружие. Марат, спасибо огромное. Так, спасибо тебе. Друзья, следите за нашими выпусками. И обязательно приходите в стрелковый клуб 762, 3-я Хорошевская улица, 23А. Город Москва. Так точно.